Всем привет! Вероятно, надо рассказать о самой народной в Российской Федерации статьи Уголовного кодекса. Подпишитесь на меня, на Андрея Панюшкина, на канал «Журналист в Испании». Несмотря на то, что я в Испании, я продолжаю рассказывать о законодательстве Российской Федерации. Для этого у меня есть отдельный канал на YouTube Адвокат Фри. Там только видео про юридическую тематику. А на канале «Журналист в Испании» я еще и добавляю рассказы о жизни в Испании, о встрече с чиновниками в Испании. То есть здесь такая, я бы сказал, солянка, но скажу энсалада руса, то есть русский салат, который испанцы по непонятным причинам очень любят. Это локализованная версия салата оливье, который называется в Испании русским салатом. Так вот, на канале «Журналист в Испании» у меня вот такая вот энсалада руса, смешанная по содержанию, но все равно интересно. Итак, не знаю, почему на меня нашла тема статьи 228. Может быть, из-за смерти Паши Техника, не знаю. Может быть, поэтому. Статья 228 Уголовного кодекса. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Это название статьи. Пункт 1. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, в общем, все повторяется, наказывается штрафом в размере от и до, либо ограничением свободы на срок до 3 лет. То же самое в крупном размере, да. Вот не буду перечитывать всю эту статью, вставлю здесь видео, посмотрите, в смысле скриншот. Давайте разбираться, что считают наркотическими веществами. Первая очень важная вещь. В России все, что касается наркотиков, психотропных веществ и растений, жутким образом криминализировано. То есть почти все запрещено. Скорее даже можно сказать, что все запрещено. Например, я с удивлением узнал, что в списке растений, открываем, перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации. Есть постановление правительства от 2024 года, где вот такой список растений. За исключением очевидных вещей типа кокаинового куста, в этом списке есть мимоза хостилис. Эта мимоза, если я правильно понимаю в силу моих биологических, ботанических, я бы даже сказал, знаний, широко распространена и растет на побережье Черного моря. По крайней мере, что-то подобное я видел там и вижу здесь, в Испании. То есть можно пойти и увидеть сколько хочешь. Я даже могу попробовать идентифицировать мимозу, которая здесь растет, подпадает она под ограничение. Дальше. Голубой лотос. Я в сортах не разбираюсь, но лотосы достаточно часто попадаются на водоемах Краснодарского края. Может быть, среди них есть и голубой лотос. Дальше. Мак снотворный или другие виды мака рода папавер, содержащие наркотические средства. Вот получается, что в принципе за любой вид, давайте думать как сотрудники
в кавычках, правоохранительных органов. Вот тут написано: мак снотворный или другие виды мака рода папавер. Есть такое лекарство, папаверин. Так вот, сотрудник полиции, ровно как и я, не разбирается в сортах мака. Но он разбирается, что это мак. Соответственно, широко трактуя вот этот вот перечень, вас могут за любую версию мака, содержащий наркотические средства или не содержащий, по крайней мере задержать и подвергнуть проверке. И вы знаете, как мыслит сотрудник полиции в России. Если тебя задержали, значит, что-то у тебя должны найти. Потом, опять же, если у вас нашли какой-то сорт мака, пойди докажи, что в него чего-то не подмешали во время проверки. Ну, к этому отдельно. То же самое касается мимозы. Ты можешь купить растение, вот это мимозу, на базаре у бабушки, как декоративное растение. Пойди разберись, какая это мимоза. Но, в принципе, сотрудник полиции может вас задержать в России с целью установления, это мимоза вот эта, которая запрещена в России, или нет. Дальше. Кактус, содержащий мескалин, или другие виды кактуса, содержащие мескалин. Опять же, пойди докажи сотруднику, что этот кактус не содержит мескалин. Ну, наверное, только алоэ. Единственный вид кактуса, который... Или вообще это если кактус, может быть и нет. В общем, сложно с кактусами. Я думаю, сотрудники полиции не разбираются ни в сортах кактуса, ни в сортах лотоса. Но понимают, что это лотос. По поводу грибов, ну, слава богу, хотя бы вешенки и опята заведомо не содержат псилобицин, иначе бы их не продавали в этих самых. Ну и самое интересное, конопля. Вот смотрите, для тех, кто в России в списке, в перечне написано конопля. Тут нет расшифровок, какие части растения относятся к запрещенным. Тут написано конопля. То есть, мыслим как полицейский, семена конопли тоже запрещены. Если я кому-то захочу сделать приятное, могу по почте отправить семена конопли, которые продаются. Но как, скажите мне, в России выращивают коноплю для производства конопляного масла? Как булочки с маком делают, тоже меня очень интересует. Да, я понимаю, что вы мне скажете, вот, там специальная закупка и все такое, да. Ну, если ты хочешь открыть бизнес по изготовлению, допустим, одежды из пеньки, то есть из конопляного волокна, пойди докажи. Ну, ладно. Про растения я вам сказал. Список короткий, почитайте, приведу ссылку на него, посмотрите. Намного интересней по поводу наркотических средств. Значит, у нас перечень есть. Перечень, утвержденный постановлением правительства аж от 30.06.98. Перечень наркотических психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. И есть так называемые списки. Список 1, список 2, список 3, список 4. Ну вот список наркотических средств номер 1 из постановления правительства. Наркотические средства. Просто как вам пример. Листаем. Тут в основном такие вот сложные химические названия химических веществ органических. Ну, в этом списке понятное.
вещества типа гашиш, анаша, смола каннабиса, героин. Есть всякие химические вещества, то есть синтетические наркотики. Но тут изометадон, например, в этом же списке, каннабис. В общем, все вариации наркотиков в первом списке. Психотропные вещества. Список короткий. Вот. На удивление. Прекурсоры. Вот с прекурсорами всегда интересно, потому что список разный. Сафрол. Вот. Сафрасовое масло. Известное вещество из сериала «Во все тяжкие» Breaking Bad. Они там собирались этого сафрасового масла много найти для производства метамфетамина. Да, кстати, надо сказать, что лично мое отношение, я скорее негативно отношусь к веществам, и психотропным, и наркотическим, но общая тенденция, общемировая тенденция такая, что побороть увлечение людей всякими психостимуляторами не удается. И государство скорее пытается взять это увлечение под свой контроль. Ну, ровно как это было, давайте вспомним, потребление алкоголя. Еще 100 лет назад сухой закон в Российской империи, в Соединенных Штатах. Боролись, но люди хотят употреблять алкоголь, вещество, изменяющее сознание, давайте честно, тоже вызывающее какой-то степени привыкания, психологическое как минимум. Боролись, в конце концов прошло 100 лет, вон, пожалуйста, в Испании, пожалуйста, вино свободно продается, и никто особо здесь... За рулем, да, контролирую потребление алкоголя, но так на улице дети могут спокойно употреблять пиво, по крайней мере, хотя там тоже есть содержание алкоголя. В Северной Европе пиво вообще за алкогольный напиток не считают. То есть бороться с употреблением, с запретами стали это все дело просто контролировать и зарабатывать на этом, потому что государство хорошо зарабатывает на алкоголе. Второе, то же самое с табакокурением. Чего что там не было с этим табакокурением. И бороды, и какие головы рубили, руки рубили, дыхание дьявола, все. Потом, в конце концов, начали... И было трава никоциана лекарством. В конце концов, взяли под контроль. Самое интересное, что... Все знают про вред курения, но продолжают употреблять. Курили, в конце концов сказали, а вот давайте мы сейчас будем еще и вдыхать это в виде взвеси, и начали парить, и начали употреблять вот эти вот вейпы. Что, ну, как минимум, столь же вредно, как и обычное табакокурение. Кстати, табакокурение может быть менее вредно, чем курение сигарет, который химический продукт. По наркотикам то же самое происходит. То есть боролись. Вначале наркотики были как лекарственные средства. Кока-кола у нас, пожалуйста, продавалась в аптеках как микстура. Кокаин использовали тоже как лекарственное средство. Потом вот этот запрет. Сейчас... Вообще и существует теория о том, что употребляют наркотики в тех странах, где алкоголь не действует на население, а людям хочется эйфории, вот они употребляют, или спокойствие, или эйфории, вот люди употребляют. Ну, сами понимаете, в исламских странах, где Коран запрещает употребление алкоголя, люди употребляют
наркотические средства, в нашем понимании наркотические, жуют тот же самый кат, который в России запрещен, и, соответственно, не употребляют алкоголь. Все окей. И, соответственно, я думаю, что с наркотиками произойдет то же самое, что произошло с табакокурением. То есть в Испании это вижу, как потихонечку происходит. То есть, смотрите, в Испании употребление наркотиков криминализировано, марихуана в том числе, но она здесь находится в некой серой зоне. То есть есть так называемые клубы по курению, курительные клубы, куда ты можешь ходить, там ты можешь покупать легально марихуану с ТГК, вот. А CBD марихуана и вообще компонент CBD продается, ну да, если по-английски, то, соответственно, не ТГК, THC и CBD, вот, в английской нотации. Тетрагидроканнабинол, каннабинол, вот. Короче, вот THC, он же ТГК, криминализован, CBD, пожалуйста, в любой аптеке ты можешь прийти купить всякие конопляные масла, лекарства от тревожности с CBD. Пожалуйста. Потихонечку декриминализируют коноплю в Испании. Я думаю, что в течение этого столетия мы увидим декриминализацию еще каких-то веществ, потому что бороться, запрещать не получается. Возможно, получится контролировать. Ну, вы видите, чтобы вокруг вас происходило нелегальное производство сигарет? Нет, такого нет. Алкоголь нелегально производят, но обычно же производят что? То, что стоит дорого. То есть фальсифицируют какие-нибудь коньяки, виски дорогие, еще что-то. Но чтобы гнали прям самогонку массово, я этого не вижу. Ну, примерно похоже будет и с наркотическими средствами. Я думаю. По крайней мере, мне кажется, западное общество созрело к такому пониманию ситуации с наркотиками. Так вот, есть 4 списка, изучите их самостоятельно. Опять же, здесь приведу ссылку. И самое важное, есть закон о наркотических средствах и психотропных веществах от 8.01.98 года. Его нужно изучать. Я вас хочу предостеречь, чтобы долго не вдаваться в значительный, крупный, особо крупный размер растений и их частей. Это пояснение к закону. Что я понял? Я читал и понял следующее. Все, что содержит наркотические вещества, считается по чистой массе. То есть, если вас поймали с конопляным кустом весом в 1 килограмм, вам пришьют 1 килограмм наркотического вещества. То есть, не содержание ТГК в этом кусте, а не чистое вещество, а именно вот все это растение посчитают как то количество вещества наркотического, которое вы везете. Поэтому, завершая, я скорее вас хочу спровоцировать на изучение этих законов и, соответственно, уголовной статьи 228, там есть еще 228.1 и так далее, 229. То есть их несколько. Я приведу здесь ссылки на все эти связанные с наркотиком и психотропными веществами статьи. Хочу просто резюмировать. В России любой контакт с наркотическими веществами и растениями психотропными наркотическими сильно криминализован. Содержание не важно, важно общий вес. Соответственно, за коробок марихуаны можно хорошо отхватить.
Поэтому эта статья народная, потому что люди не понимают. В России нет условий для употребления наркотиков. Скорее есть условия для алкоголизма. Все, что связано с наркотиками, жутко криминализировано. Почему это происходит? Я полагаю, потому что на этом зарабатывают большие деньги. То есть, если бы в России произошла, допустим, легализация марихуаны, какие-то конкретные криминальные структуры и крышующие их сотрудники правоохранительных органов потеряли бы огромный источник дохода. Поэтому все это настолько криминализировано. Я один только совет могу вам дать. Не связываться ни с чем с этим. Даже вот видите непонятный сверток на столе у сотрудника, в своей машине, например, или на улице. Ни в коем случае не трогайте руками. Если вы нашли непонятный сверток, например, вы занимаетесь в такси, извозом или даже друзей подвозили. Вот вы подвозили друзей и нашли у себя сверток в машине после этого. Внимательно осматривайте. Подружкой где-то ходили, что-то делали. Всегда относитесь с супер подозрением к тому, что вы находите не свое в своих вещах. Машина — это тоже ваша вещь. Вы никогда никому ничего не докажете. Если вас полиция приняла, то есть остановила по 228 статье, она захочет вас по этой статье осудить. И будут они вас пытаться подвести потом, что да мы же у тебя в машине нашли сверток, да ты же была на вечеринке, где вот у тебя в сумке нашли. Как работают сотрудники полиции? Им нужно вскрывать группу, потому что максимальные сроки по этой 228 статье идут когда? Те же деяния, совершенные в крупном размере, в особо крупном размере, деяния, совершенные группой лиц. Ну, сами понимаете, то есть чем больше они вскроют вот эту огромную сеть этих наркопритонов, дилеров, тем лучше. Допустим, вы пошли на вечеринку. Вы несовершеннолетний ребенок. И вам скажут, да что ты же несовершеннолетний, никакой ответственности не будет. Возьми себе вот сумку, возьми мою сумку, отнеси к себе домой. А в этой сумке, допустим, свертки по 1 грамму какого-нибудь синтетического наркотического вещества или психотропного. То есть никогда, ни при каких условиях не берите чужие вещи себе в руки вообще. Что бы там ни было. Не старайтесь никому оказать помощи, никакой подруге. Смотрите, например, ситуация. Ваша подруга употребляет вещества или влюбилась в какого-нибудь наркомана. Это история из моей личной жизни. Нет, не я, но близкий родственник. Влюбилась в наркомана. У него в вещах, допустим, нашли наркотики. И связались с вами. Например, у вас на руках оказались смывы с наркотиками. Вы просто обнимались с этим человеком. Или взяли его куртку, а на ней были какие-то вещества. То есть вас уже доказано присвязали к уголовному делу. И сотрудник полиции вам, допустим, 18-летним говорит, выведи нас на группу. Или нет, еще хуже, сотрудник полиции говорит, вот, дай свою сумку кому-то на вечеринке, чтобы отнесли к тебе домой. Вам дают, допустим, 15 лет или 16 или 17, дают вам в руки сумку, говорят, отнеси к себе домой. И потом, когда вы доходите до дома, открываете дверь и заносите туда сумку, за вами врываются сотрудники оперативной полиции, и все. У вас уже группа лиц, хранение в доме, вы занесли сумку, у вас на руках смывы, чужие вещи, кем бы этот человек не был для вас, лучшей подругой, вашим другом, возлюбленным, сексуальным партнером, еще кем угодно. Не берите себе в руки, вы ничего не знаете о других людях и о их жизни. И в какие ситуации они попадают. Не говоря уже о том, что если вашей машиной вы кого-то подвозите, кто бы там ни был, женщина с ребенком, 2 красивых девушки, больной человек, еще ни в коем случае. Люди ради спасения своей жизни обманываются, когда им сотрудник полиции говорит, а вот ты едь, там останови машину, поезжай на машине и урони под ковер там ему какой-нибудь сверток.
Потому что верить сотрудникам полиции основания нет. Никогда, как бы там это вам не хотелось, никогда не подвозите никого в своей машине. Даже лучших знакомых. Дайте денег на такси. Хотите помочь? Дайте денег на такси. Вызовите такси человеку, пускай он подъедет за ваш счет. Но не в вашей машине. Даже если это ваши кровные родственники. Вы понятия не имеете, во что ваши кровные родственники могут влипнуть. Могут не они. Могут их любимые. Могут их мужья. Я был свидетелем. Ну, давайте кратко. У моего на тот момент друга сестра родная попала в отношения, где муж был наркоманом. И я много лет подряд наблюдал, как мой друг на тот момент страдал от того, что его и его сестру родную силовые структуры в России взяли в разработку. Он попал туда, в эту разработку, только по причине того, что его сестра родная связалась с не тем парнем плохим. И почти 10 лет я наблюдал, как вот человека используют силовые структуры в своих целях. Понимаете? Поэтому наркотики, то, что в России называется наркотиками, жутко опасно. Бегите, не связывайтесь ни в коем случае. Они изменяют человека. И поэтому, если вы подозреваете вашего знакомого, друга, любимого, кого угодно в употреблении наркотиков, сторонитесь. Увы, это моя личная точка зрения. Напишите мне в комментариях, что вы по поводу этого думаете. Я понимаю, почему в России 228-ю статью называют народной. Потому что по ней очень легко собрать доказательную базу. Наркотики легко подсунуть. Очень легко сделать так, что у вас на одежде, на ваших личных вещах и на ваших руках будут найдены смывы. То есть наркотики легко обнаруживаются в минимальных количествах. Ну, представьте ситуацию. Вы пришли на вечеринку куда-то. Вот, с кем-то там общались, здоровались, а у человека на руках следы синтетического наркотика, легко обнаруживаемого. И потом на эту вечеринку врываются какие-то правоохранители, вас всех до кучи арестовывают. И докажите потом, что вы не употребляли вещества, если у вас на руках есть смывы. Если даже у вас в крови, да, кто-то может сказать, вот, я могу доказать, у меня в крови и в моче у меня нету наркотиков. Окей, хорошо. А если вам прописали лекарственные средства? Вот смотрите, я в Испании получал рецепт на трамадол. Это обезболивающее средство опиоидного класса. То есть, по сути, это наркотик. Мне выписывали несколько раз этот трамадол. То есть, у меня в крови можно было обнаружить следы опиоидов. И он действительно действует как опиоид. То есть, ты выпиваешь этот трамадол, тебя жутко рубит в сон. Ты просто тупо хочешь спать. Вот. И это плохо, потому что ты ничего не хочешь, кроме того, чтобы спать. И к нему возникает привыкание. То есть, ты его пьешь, через неделю тебе, чтобы такого же эффекта добиться, нужно выпивать 2 таблетки. Я вынужден был его пить, потому что иначе я просто по ночам не мог спать из-за того, что у меня камень из почки выходил. Ничего другого мне не прописали. Второй пример. В списке, трамадол есть в списке опиоидов, запрещенных в России. Второе вещество – лоразепам. Год назад мне выписали лоразепам из-за того, что у меня болел поясничный отдел. На рентгене мне сказали, что у меня защемлены несколько дисков в пояснице. И врач в Испании выписывает мне лоразепам. И, соответственно, при анализе крови можно выяснить, что у меня есть это запрещенное вещество.
выписанное мне официальными врачами в государственной поликлинике. Вот. То есть, смотрите, для испанцев это нормально, но если бы у меня не было на это рецепт, на это вещество рецепта, то пойди докажи, что ты употребляешь легально, а не где-то купил. Вот так вот. Я поэтому в Испании категорически против употребления чего бы то ни было, чтобы потом никому ничего не доказывать. И в России. Мойте чаще руки, не ходите в неизвестные места, не ходите на квартиры. Хотите с кем-то встретиться, встречайтесь в публичном месте, желательно под камерами. Ни в коем случае не употребляйте никакие вещества. В России, что бы вы там ни употребили, в каком бы минимальном количестве, вас, скорее всего, поймают, возьмут в разработку и будут вас выводить на то, чтобы вы и своих друзей, знакомых, соседей, родственников замазали в употреблении наркосодержащих веществ. И под конец, подпишитесь, да, напишите мне в комментарии, под конец веселая история. В горячем ключе один из моих хороших знакомых, значит, и у него, у тещи на участке вырос мак-самосевец. Ну, тот, который вот по ветру пролетает. И так получилось, что участок был то ли заброшенный, то ли плохо теща за ним наблюдала. В общем, мака выросло очень много. Пришел участковый и начал теще предъявлять за производство наркосодержащих веществ. Вот этот мой знакомый в горячем ключе договорился, сами понимаете как, с сотрудником полиции. Дело замяли, но чтобы больше такого не возникло, все место, которое на участке раньше занимал мак, знакомый заасфальтировал. По-моему, это самое правильное. Держаться категорически в стороне от любых наркосодержащих веществ. Всем пока.